Всех поздравляю с праздником Благовещения. У нас вчера была такая новость, что умер один из старейших политиков Российской Федерации, в смысле старейших, не в плане даже возраста, а в плане срока пребывания где-то там на политическом Олимпе. Владимир Вольфович Жириновский умер. И я думаю, много разного можно думать об этом человеке. Но никто не будет спорить, что это была очень интересная личность. Очень интересный человек. И кто-то, например, журналисты там, да, или профессиональные ораторы, там, политики, могут думать о том, а почему его всегда было интересно слушать. В этом ведь, кстати, мне кажется, полезно и важно разобраться тем, кто связывает свою жизнь, профессию со словом, в том числе священником, да, например. Почему интересно слушать отца Андрея Ткачева? Почему интересно было слушать отца Дмитрия Смирнова? Почему интересно было слушать Владимира Жириновского? Почему? Только потому, что они говорили без бумажки или что-то еще. И так далее, и так далее, и так далее. Кто любит разбираться в политике, они, с удивлением, кстати, даже те, кто и не разбирался в политике никогда, но последние события заставили начать разбираться, они вдруг узнали, что, оказывается, Владимир Вольфович, он мощный аналитик и мощный геостратег, который, а, 30, там, 20 лет назад, 15, 10 не переставал говорить, про то, что сейчас в итоге и происходит. И, кстати, когда Борис Корчевников в передаче своей на телеканале «Россия» спросил: "Вы что, пророк? Почему так? Как вам получается говорить, и вот сбывается?" Он говорит, что Владимир Вольфович ответил, что он никакой не пророк и не ясновидящий, а просто он тратит примерно 6 часов каждый день на прослушивание, радио, в том числе зарубежного, на чтение там газет, интернета. Он постоянно слушает, постоянно в информационном потоке, не в смысле слушает там песенки на радио, а слушает политические передачи, слушает новости. И вот этот постоянный ежедневный сбор информации в течение 6 часов и ежедневный анализ этой информации позволял ему действительно делать быть очень успешным, в плане геополитики человеком, успешным аналитиком. И для нас, кстати, тут многому можно поучиться для тех, кто просто христианин. Помните, апостол Павел сравнивал, нас, людей, верующих, со спортсменами и говорил, что: "Ты посмотри на спортсменов, как они бегут, как они, стремятся вперед, как они там готовятся, то сё, да, тратят на это время, тратят жизнь свою просто ради того, чтобы получить, венок там на шею, если победишь. А мы с вами, у нас награда Царствие Небесное". У нас награда Царствие Небесное. И любое дело, если ему посвящать такое огромное количество времени, 6 часов каждый день, оно, безусловно, с интересом, да, этим заниматься, оно, безусловно, будет, завершиться успешно. И если мы будем с вами, думать о Царстве Небесном, о Боге, пытаться общаться с Ним каждый день хотя бы по 6 часов, ну, это не хотя бы, то я уверен, мы многого в этом сможем достичь. Это будет тем шагом навстречу к Богу, который Он от нас ждет. Понятно, что сам этот шаг, сами эти 6 часов мало что значит, без Божьего ответа. Но, наверное, ответ Божий не применит, если мы будем так серьезно, относиться к этому и так серьезно стремиться к Богу. Не ограничиваться 10 минутами утром, 10 минутами вечером и 1,5 часами в воскресенье утром. Об этом можно подумать. Но я вам хотел сегодня напомнить или сказать, поскольку у нас канал православный, что Владимир Жириновский крещеный в Русской Православной Церкви. Конечно, многие из вас, кто как-то где-то ему что-то попадалось, скажут, что, вы что, смеетесь? И действительно, если послушать, что Владимир Вольфович говорил на религиозную тематику, уши могут в трубочку свернуться порой, потому что, было понятно, что он, как политик, рассматривает церковь, в качестве такого общественного института, который поможет государству двигаться вперед или, наоборот, назад. То есть он не рассматривал ее, по крайней мере, в том, что я видел, как богочеловеческий организм, да, как что-то таинственное, духовное, сакральное. У него был очень такой приземленный на это взгляд.
Причем, хотя он с детства читал Библию, и его бабушка была протестанткой, и поскольку, видимо, плохо видела, просила его читать Библию, и вот эту Библию он сохранил, и крестился, и у нас уже в православной церкви, и венчался со своей супругой. И когда он об этом говорил, о крещении, о венчании, можно было тоже услышать как бы, ну, что-то вроде: "Ну, я сделал как надо". Но местами вроде бы виделось и глубокое к этому отношение, ну, по крайней мере, серьезное к этому отношение. То есть, в плане церкви, хочется верить и надеяться, что Владимир Вольфович не был, в отношении к ней у себя в сердце, по крайней мере, каким-то шутом, богохульником там, да, и так далее. А, Интересно еще то, что ведь для Бога драгоценен каждый человек. И, конечно, мы понимаем, что вот вы скажете: "Зачем вот, нам напоминать о Владимире Жириновском, который, ну, не был полнокровным членом церкви, не был, участником общины, да, нашей, он и не был, по большому счету, церковным человеком он не был. Но для Бога драгоценен каждый человек. И мы не знаем, о чем думал Владимир Вольфович во время своей болезни, если вообще у него он приходил в сознание. Мы не знаем, что было у него до этого, в плане разговоров с Богом. Мы этого всего не знаем. Да знает только Бог. Может быть, мы когда-то, встретившись там после страшного суда, тоже это узнаем, а может быть и не узнаем. Будет видно. Но сейчас, если у кого-то есть сожаление по поводу этого человека, он с нами был ведь очень много, на 30 лет, даже больше 30 лет был публичной фигурой. Если у кого-то остались, теплые воспоминания о нем, если у кого-то сердце переживает, что вот умер Владимир Жириновский, то, конечно, наше дерзновение нашего сердца подскажет, как, каким образом мы можем за него молиться. Но слава Богу, что все-таки он был крещен, что он сохранил какое-никакое, но серьезное отношение к этому своему поступку, никогда к крещению, да, никогда от него не отрекался. Вот, и сейчас я хотел завершить краткий спич, маленькой цитатой из его интервью, ну, даже не интервью, из передачи, которую записывали, видимо, у него там где-то дома в деревне, не знаю точно, в январе этого года или в декабре, в конце декабря. Вот такое маленькое завещание Владимира Жириновского всем нам. Простые слова, которые, однако, из-за своей простоты не теряют значимости. Давайте послушаем. Работать надо понемножку, не утомляться. И умственная работа, и физическая работа. Кушать мало, поменьше, но почаще. Не ругаться, поменьше стресса. Вопросы задавать. Каждый себе должен вопрос задать. Друзья есть много? Нету. И так у всех. Кого-нибудь любили вы? Нет. И вас поэтому не любят. Подарки много дарили вы кому-то? Нет. И вам никто не дарит ничего. Но плохо о людях не думайте. Пусть каждый живет, как у него получается. Алкоголь нельзя. Табак нельзя. Наркотики нельзя. 22 год. Живите, как получится. Отчаиваться не надо. Знаний достаточно у вас у всех. Сегодня столько информации. Никому не желайте плохого. Но и помните, не рой другому яму, сам в нее упади.